Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир, у нас 2:30 и понедельник, и понедельничный спивак с нами в прямом эфире. Дмитрий, приветствую вас. Да, приветствую, Саш, тебя, приветствую наших зрителей уже, наверное, традиционных, как всегда, альтернативный спивак к вашим услугам. Готов отвечать на все вопросы, дискутировать на разные темы и представлять немножко альтернативную точку зрения. Это и есть признак демократии, что меня не может не радовать. Хотя бы тут организуем кусочек демократии. Ну, такой увесистый шмат, я бы сказал, потому что есть что обсудить, и на самом деле адская ночь была в Украине, в Киеве в частности, под Киевом эвакуируют Вишневое, 5 улиц снесло, в самом Киеве прилеты по промзоне, в общем, атака была очень и очень серьезной и показательной. ПВО не справилось от слова совсем. Это мы отдельно обсудим. Что говорит нам власть, которая говорит, что небо Украины защищено, вот у нас там есть решение, мы тут такие форумы проводим, как это, Кук, Тим Кук, как Стив Джобс, помните, в проходке. Это прям очень важно сейчас понять. И конечно же, все эти события к саммиту НАТО, где геополитически мы ждем определенных решений, куда развернется. Куда развернется, мы поговорим обязательно, вот 100%. Я всех призываю оставлять свои вопросы в сообществе YouTube под анонсом нашей встречи в клубе зрителей Шелест. Спасибо большое, что поддерживаете. Это такое закрытое сообщество. И, конечно, онлайн в самом финале обязательно как бы в интерактиве поговорим с вами. Вот исходя и отталкиваясь от этого саммита НАТО, очень интересно звучит вопрос, опять-таки, не про последствия сейчас поговорим, а вот что важнее, на ваш взгляд, ну вот на что будет больший упор при принятии тех или иных решений на саммите НАТО в Анкаре, Трамп плюс остальные лидеры НАТО. И тут варианты. Вот они будут опираться на блэкауты в Крыму, кризис топливный в России, удары по НПЗ, то есть на вот это будет больше внимания. Второй вариант. Удары по Киеву, реальный ущерб ударов по тылам Украины и, конечно же, вопрос дефицита ПВО как такового, который сейчас очень остро стоит. То есть сюда будет сконцентрировано больше внимания. На ситуацию вокруг Константиновки. Имеется в виду не Константиновка, как сама Константиновка, тут все НАТО будет решать судьбу Константиновки. Нет. Имеется в виду, что фронт. Ну вот фронт. Что на фронте? По конкретной линии продвижением, военной именно составляющей, фронтовой. Потому что то, что мы видели в Константиновке, Россия заявляет, все взяли, Украина записывает там куча видео, нет, ничего не взяли, военные записывают. Россияне записывают видео с пленными украинцами, что да, мы в Константиновке, но есть нюанс, контролируется Россией. Короче, идет и информационная война, и реальная война по квадратным метрам. И четвертый вариант, что никакие события, то есть этот саммит НАТО не будет переломным, решающим, ничего нового не привнесет. Почему? Потому что у Запада есть четкий план, по которому они идут. То есть это будет абсолютно промежуточная точка и, в общем, ничего такого нового не сулит. Давайте начнем с этой темы, потому что даже сегодня Минобороны Российской Федерации в большом докладе об атаках украинских дронов, там больше 600 дронов полетело, сегодня поразили Омский завод, он горит 2500 километров. Они даже говорят, что это все как бы к саммиту НАТО. И ситуация вся, все то, что мы видим, это и Россия била, получается, под саммит НАТО, а Украина, понятно, хотела продемонстрировать успехи, и все крутится вокруг этой злосчастной Анкары. Почему и вот что, вот на чем фокус будет, как вы считаете, в турецком саммите? Обязательно отвечу на все эти вопросы касательно геополитики, касательно решений саммита НАТО. Обязательно отвечу на тот интерактивный опрос, который ты вот сказал, там несколько пунктов есть, и куда там все развернется, и что повлияет на решения, какие они будут, эти решения. Видишь, как я запомнил все твои подвопросы, да? Будет ли это саммит определяющий, решающий или проходной, и почему? Я обязательно, буквально через минуту-полторы отвечу на все эти вопросы и разложу их. Но сначала позволь мне все-таки два слова. Я редко это делаю.
стараюсь как бы не жаловаться и не говорить в эфирах об очередной ночи, потому что у нас таких ночей очень много. Но то, что произошло вот несколько дней назад в Киеве, в четверг, на пятницу, да, и вот сегодняшняя ночь, это просто страшная история, просто катастрофа. И я хочу просто донести эту мысль до зрительской аудитории и до подавляющего большинства твоих гостей, которые не живут в Украине, не живут ни в Киеве, ни в Одессе, ни в Днепре, а мы тут внутри. Более 30 человек погибших, это я для зрителей. Я не знаю, куда там били высокоточное российское оружие, более 30 погибших только в Киеве за вот эти 2 ночи, да, огромное количество пострадавшего жилья. Вот ваш покорный слуга, да, моя квартира, в которой я останавливаюсь в Киеве, тоже пострадала. Я там не буду жаловаться, рассказывать как и что, но пострадала. Там был прилет метров 100-120 этого дома, жесткий был прилет, поэтому волной выбила, значит, оконную раму и раму вот двери на балкон. Вот, поэтому, что мне говорить? Ты просто произнес слово, вот я записал его, показательно. Я не знаю, что они там показывают, но абсолютный цинизм, я считаю, вызывает вот слова российских пропагандистов, что это они за что-то отвечают. Россия ответит Украине за вот это НПЗ и так далее. Просто хочу напомнить, как медицинский факт, потому что мне иногда ощущение складывается, что многие забывают, что 24 февраля 2022 года Верховный главнокомандующий России товарищ Путин отдал приказ своим войскам о широкомасштабном вторжении российской армии на территорию суверенной Украины с применением всех видов средств и вооружений, обычных вооружений без ядерного оружия. Просто я напоминаю, да, поэтому это Украина отвечает на, а не Россия отвечает на. Вот. И очень показательно, наконец, мы услышали чистосердечное признание от Пескова, то ли ищет другую работу, то ли готовится к выборам в Госдуму, потому что товарищ Песков, его шеф Путин 4,5 года называет это СВО, а тут вдруг выходит Песков и говорит, все, Россия вступила в полномасштабную войну. Только сейчас они вступили, в предыдущие годы у них было СВО. И цитирую, записал, потому что таких ребят надо цитировать. Песков говорит, идет война, настоящая война, начиналась как СВО, а сейчас война, потому что за Киевом стоит Берлин, Париж, Осло и, к сожалению, Вашингтон. Странно, что не сказал Лондон, то ли забыл, то ли договорились. Меня терзают смутные сомнения. Вот, поэтому, да, товарищи российские зрители, чтобы вы тоже поняли, что у вас СВО закончилось, а у вас началась давно, или недавно, я не знаю, настоящая полномасштабная война. Так говорит спикер Путина. Если он не прав, его надо уволить, а если он прав, то о чем тогда Путин говорил предыдущие 4 года? Все, это я просто вопрос, каждый себе на размышление. Тогда еще, теперь... позвольте, очень важно, да. очень важно. Вот вы напомнили медицинский факт, бесспорно, 24 числа февраля 22 года вторжение с военными, с боями, то есть это... захват территории, тут все видели, все под Киевом войска, все, это медицинский факт. Но я просто для того, чтобы вы продолжили, и мы перешли к основной сути вопроса, интерактива и так далее, еще один очень важный медицинский факт. 24 августа 2025 года обращение Зеленского на День независимости Украины, где с августа 2025 года, как медицинский факт, дорожная карта. Украина не жертва. Украина боец. И вот скоро будет год этой фразе, и вот мы видим, мы можем анализировать все, что происходит. И я не буду вдаваться в детали, вы все это и зрители знают, и все видят. Согласен. И все видят, как прилетает, конечно, и циркон, который влетел во двор, если вы говорите про вот то, с 1 на 2, во двор двора в Киеве, там то ли французский бульвар, то ли где-то. То есть у меня там тоже знакомые живут. Но ровно точно так же, и сегодня очень много было видео, на удивление, люди под Киевом, в Киеве снимали, у меня в телеграм-канале я публиковал, не хочу уделять этому время, прям прилетает ракета ПВО, точно так же видно, что это запущенная ракета. Я понимаю, да, что, я понимаю, Саш, понимаю, я не оправдываю, нет, стоп, я не оправдываю никакие моменты, понимаю. но эти две ремарки очень важны в понимании анализа военных, как демонстраций перед саммитом НАТО, вот и все. Очень важно, очень важно. Украина боец. Точка. Можно восклицательный знак поставить. Украина боец.
Юридически Украина жертва агрессии другой страны. Это юридический термин, да, который войдет в историю. Если в человеческом термине, то Украина боец, и это видит весь мир, в том числе это видят в Кремле. Если включить Первый канал в 22-м и Первый канал сегодня, послушать там того же Соловьева, то вы поймете, что Украина боец, и они там не знают, что с этим делать. Все, теперь поехали. И про Константиновку я пару раз скажу. У меня такое ощущение, что Россия каждые 3 недели берет какую-то Константиновку. Ну, какую-то новую Константиновку они уже взяли раза 4. И Купинск раз 11. Поэтому вы там следите, пожалуйста, за какой Константиновкой в следующий раз они берут, потому что она у нас как бы одна там, а ее уже брали много раз. Ну, это тоже себе такое, я понимаю, пропаганда работает, ничего там странного нет. Окей, пропаганда во время войны работает везде, и там, и тут. Ну, справедливости ради. Везде. И в Америке, и в Иране, и в Израиле, и в Ливане, и в любой воюющей стране работает пропаганда. Поэтому это себе такое. Теперь к саммиту НАТО. Я начну с конца. Этот саммит не станет определяющим. Отвечаю на твой вопрос, Саша, не станет каким-то судьбоносным. Там ничего не произойдет. Украину не возьмут в НАТО, Украине не передадут там 2-3 тысячи ракет, 5 сотен F-16, значит, в перебежку с F-35. Саммит, причины, вернее, нет, не так. Решения, которые будут приняты на саммите, это будут олицетворять интересы стран-участников НАТО. А они там разные. Вот это очень важно. Я вообще считаю, что Трамп не прилетел бы на этот саммит, если бы он проходил не в Анкаре под председательством Эрдогана. Слишком важный член НАТО Турция, не последний член НАТО, не пацаны зеленые. Слишком разнится позиция Турции и Америки по Израилю, а это для Трампа очень важно. То есть Турция единственная крупная страна НАТО, кто не просто открыто против вот этой американо-израильской коалиции, не просто там против, ну против и против, а очень жестко по отношению к Израилю выступал Эрдоган. Ну прям очень жестко и прям очень воинственно. А отношения у Трампа с Эрдоганом, ну такие, как у двух авторитарных лидеров. Думаю, ни у кого же нет сомнения, что Дональд Фредович небольшой демократ-либерал, а достаточно жесткий авторитарный лидер. Ну и Эрдоган тоже. Поэтому Трамп туда летит. Так иди знай. Зачем он туда летит? Саммит НАТО, как и любой другой саммит, как и любая другая тусовка для Трампа, это бизнес. Задача Трампа через красивые словеса о безопасности Европы, о том, что Америка тратит 999 миллионов, миллиардов, а бриты в 10 раз меньше, а французы и немцы, если я не ошибаюсь, в 13-15 раз меньше. То есть он давит на Европу для чего? Его интересует безопасность Европы, это плевать он хотел на безопасность любой другой страны. Его интересует, чтобы Европа увеличила ассигнования на НАТО для чего? Чтобы эти деньги пошли на заводы Соединенных Штатов Америки на производство вооружений. То есть любой выезд Дональда Трампа – это бизнес. Любой выезд его на любой саммит определяет успешность или неуспешность, определяется подписанными контрактами. Вокруг Трампа есть не только голуби мира, там бизнес чистой воды такой, технологический бизнес, Джей Ди Венс, там Питер Тиль и так далее. А у него есть еще и Рубио, военно-промышленный комплекс, сыновья, Кушнер, Уитков, военно-промышленный комплекс. Поэтому чем больше будет эскалационных моментов в мире, тем больше будут заказывать оружие там, где его делают. А где больше всего в мире делают оружие? Правильно, в США. Поэтому он туда едет за контрактами, он туда едет еще раз унизить НАТО, он уже начинает это делать в преддверии саммита, и Европа молчит, как язык засунула оттуда, откуда начинается радикулит. Потому что Трамп назвал Европу чуть ли не страной, хотя Европа это не страна, но чуть ли не страной там третьего мира, намекая, ну я так понимаю, иногда сложно понять, там, что имеет в виду Трамп, но так я понял, что он намекает на отвратительную миграционную политику Европы. Что там много вот этих из третьей страны, что все это там происходит, и что скоро Европа сама там станет третьей страной. Более того, это первое. То есть он уже начинает их унижать. Дальше он напечатал у себя в своей соцсети, ну, балуется, развлекается человек, 81 год, я понимаю. Значит, свою фотографию с Мелани,
что он к ней имеет, она к нему так хорошо относилась. То ли он женщин как-то, я не понимаю. Месяц прошел, он все ее догоняет. Значит, он там написал такое, что было бы здорово, чтобы уже вышло какое-то решение суда. Значит, он имеет в виду, ну, в Америке есть такое, то есть может быть решение суда, которое запрещает кому-то к кому-то подходить. Ну, вот он вот это так, он шутит, да, чтобы Мелани к нему не подходила. То есть он все время ее пытается унизить, я не очень понимаю, за что. А вы думаете, Она... у меня такой сразу вопрос. Да, Мы говорим о премьер-министре Италии, просто надо понять. Был да, скандал, извините, да. и он продолжается. Но многие люди думающие, да и у меня на канале, и вообще я так смотрю на людей, чуть ли это не какой-то цирк. Ну, это все деланное. Это все делано, искусственно. Причем В смысле, что это не Трамп? Или... Трамп с Мелани договорились. Я не думаю. Ну, то есть многоходовочка. Значит, я не думаю. Среди всех твоих думающих, я тогда думаю, что я не думающий, просто какая-то кошка между ними проскочила, пробежала, может быть, там не обо всем знаем, где-то обменялись там личностными какими-то нелицеприятными вещами друг с другом на каком-то саммите. Мы об этом не знаем, ну и вот понеслась. А Дональд же Фредович, он же человек эмоции. Он же не человек системный, выверенный, каждое слово как в китайском МИДе. Вот я за что люблю китайскую внешнюю политику, там захочешь приклепаться к чему-то, хрен приклепаешься. Там каждая запятая выверена. А Дональд Фредович проснулся, увидел где-то в газете фотографию Мелани, и нахлынули тяжелые воспоминания. Ладно, бог с ним. Дальше, это я все в преддверии саммита. Писториус. Воинственный Писториус, там глава Министерства обороны Германии, говорит, Украине не нужны таурусы, у Украине, говорит, все хорошо, им нужны деньги. То есть немцы в 439 раз сказали, что они нам Писториусов не дадут, таурусов не дадут. Ну и Джей Ди Венс, вот голубь мира, это я без иронии говорю, это представитель по партии мира, технологического бизнеса, того же Питера Тиля, Палантир. Это огромная компания, которая, кстати, технологически помогает Украине. Все это со спутников, наведения, использования искусственного интеллекта в дронах. Почему украинские дроны так очень жестко, мощно и очень четко попадают по всем объектам российским. Ну, в том числе вот с помощью этой компании. Но и представитель Палантира там был в Киеве, они встречались с Зеленским, наверное, о чем-то договорились и так далее. Так вот, Джей Ди Венс почему-то вернулся перед саммитом НАТО, почему-то вернулся в 23-й год и в своем высказывании говорит, что назвал контрнаступление Украины, ну тогда, в 23-м году, стратегической и тактической катастрофой. Ну дальше он там в очередной раз вспомнил Джо Байдена. Может быть, с этим связано, может быть, не с этим, не знаю. Вот. И Польша, вот это я заканчиваю такой обзор прессы перед саммитом НАТО. И Польша готова рассекретить информацию о поставках в Украину, там, вооружений и так далее. Это отдельная тема, может вызвать большой скандал, хотя одним скандалом больше, одним меньше уже ничего не сделаешь. Между Польшей и Украиной грандиозная сейчас вырыта яма, и никто вообще не понимает, а что с этим всем дальше делать. Без поляков Украине в ЕС не бывать. Без поляков Украине даже не двигаться вот в этом каком-то алгоритме всех этих кластеров переговорных и так далее. А то, что уже в антиукраинскую риторику включился уже и Качинский, и правящая партия, и Навроцкий, и уже Туск, ну все. А почему они включились? А потому что антиукраинская тема очень выгодно оказалась для польского электората. Что еще раз подтверждает мои слова. Поляки всегда негативно относились к украинцам с таким презрением, снисхождением. Почитать надо историю, там, Речь Посполитая, как они к нам относятся. Просто Польша видит себя лидером, одним из лидеров Европейского Союза, одним из лидеров восточноевропейского кластера. И поляки хотели видеть страны Балтии и Украину своими младшими партнерами в будущем, вот этом, в будущей конфигурации. Смотрите, тут надо четко задать эту рамку, что под протекторатом Америки.
Ну Америки. или Британии. Нет, Тут сложно Америки. сказать, Почему? почему. Потому что войска, то есть ядерное оружие они просят у Америки, войска из Германии, Ну, которые понятно. выводятся, они заводятся в Польшу, и, соответственно, здесь очень четкий прослеживается американский след. И вообще вот это Может вот быть, Америка, да, вот вы так в преддверии может быть. саммита, ну Тут я давай, не спорю. давайте тоже, С Дмитрий, думающими людьми я тут не спорю, The, соглашусь, The что Telegraph. поляки... Сейчас, да, поляки всегда, ну еще при Байдене, та Польша и при той администрации вообще считались, ну, да, таким рупором американской политики в Восточной Европе. Просто после прихода Трампа он болт на них забил, он их вообще в упор не видит, поляков. Вот все эти 1,5 года он почему-то к ним как-то никак не относился. У него был там Орбан, Мелани когда-то была, там правые его интересовали, тот же Фарадж в Британии и так далее. Ну а поляки вот сейчас хотят как-то вернуть расположение американцев к себе, ну и хотят еще раз подчеркнуть, что они экономически и не безосновательно, я могу сказать, они имеют на это право экономически, с точки зрения военного потенциала, с точки зрения вообще готовности работы ВПК. Слушайте, Польша сегодня один из лидеров вообще Европы. Вот так Чего кажется. мы с ней Это мы все ссоримся тогда? прослушали. Ну вот А хер смотрите, его знает. Нам чего мы ссоримся? Из-за какого-то там героев УПА, понимаете? Мы ссоримся с поляками. Эти обмены вот эти орденопады, поляки тоже поотдавали свои награды. То есть, и вот вы так пробросом сказали, а это прям ключевой момент. Рассекреченная информация о помощи Польши для Украины с 22 года, это не просто, да. это атомная информационная бомба. Когда мы все это увидим, мы тогда сможем реально проанализировать и оценить. И люди, вот многие говорят, почему, например, там украинская элита, вот она вся такая воинственная, все так не хотят заканчивать войну, потому что ответ на это сразу возникает. Почему? Потому что тогда люди придут и спросят, а что это было с 22 года? А это что? А вот нам поляки дадут фактуру, что это было. И можно будет четко посчитать, Смотрите, что передали, а что куда не дошло. Первое. Я не уверен, что произойдет там взрыв информационной бомбы. Вот пока не уверен. Название пока новости. Громкое. Поляки готовы рассекретить. Звучит громко. Что из этого будет в конце? Ну, давай подождем. Я пока не уверен. На мой взгляд, есть новости более громкие, казалось бы. А на них вообще никто не обращает внимания. Ну, там в Германии арестованы, предъявленное обвинение там, гражданина Украины по взрыву Северного потока-2. Что здесь интересно? Бог с ним, что там Запад как-то так пропускает это мимо ушей. Самое интересное, что даже в России как-то вообще никак не реагируют. Удивительная история. То есть одна из стран Европы, Берлин, которая поддерживает Украину, вместо того, чтобы как бы замолчать, промолчать, там, да, пропустить. Нет, как бы говорит, вот все, вот он этот парень, Сережа, там, как его, Сергей Кузьменко или как, вот он там взорвал, значит, Северный поток-2. Ну, в принципе, логика подсказывает, что это в мире должна была произойти просто, ну, я не представляю себе даже аналогов. Ну, слив там информации с ЦРУ, примерно вот там, не, абсолютная тишина. Я думал, русские подхватят это. Вот, мол, да, тоже тишина. Охренеть, как будто вообще никому это не интересно. Значит, Папа Римский обвинил США, там, да, и Запад в двойной морали, то есть к одним так, к другим вы так, к одним воинам вы так, к другим так. Вообще тишина никого не интересует. Макрон летит в Сирию, значит, впервые за 17 лет встречаться с джентльменом в галстуке Ахмадом Аш-Шара. Хотя недавно Макрон говорил, что это террорист Эль-Джулани, которого надо там на цепи, и все, это террорист. Вот она позиция, вот она цинизм, прагматизм. То есть был Эль-Джулани террорист, а Шара приличный парень, президент. Он же не перестал быть террористом. И к власти он пришел, как да, вот человек с гор с автоматом. Просто Асад был террорист, который промосковский, а Аш-Шара как бы, который прозападный. Сукин сын, но он как бы наш сукин сын. Вот она и на эту тему высказался, значит, Папа Римский, тоже какая-то тишина. Поэтому, Саш, посмотрим, что там из этого рассекречивания получится. Ты же не забывай, ты говоришь, вот там элита против окончания войны. А посмотри на мир, на мировую элиту. Все, кто на любой войне зарабатывают, они против окончания войны. А черт возьми, на войне зарабатывают много. И на Западе, и на Востоке.
И в Китае, и в Штатах, и в Европе, я, правда, не очень понимаю, где они зарабатывают. У них в тартарары катится их экономика, но им нужно продолжение войны там по другой истории. Короче, я резюмирую. Саммит НАТО надо подрезюмировать. Да, там будет разговор Трампа и Зеленского. Да, после этого состоится еще один телефонный разговор Трампа и Путина. Ну, так анонсировано, по крайней мере. Мне сложно сказать, будет ли это концептуальные разговоры или так. Задача Украины будет убедить США дать нам все-таки ракеты Патриот, потому что без них невозможно сбивать баллистику русскую, и у нас огромный дефицит, и это правда. И Россия наращивает удары, мы это видим. Более того, я считаю, что и будут наращивать весь июль и август. Нас ждут очень такие, тяжелые 2 месяца. Могу объяснить почему. В сентябре выборы в Госдуму. И поэтому задача российской власти, что-то продемонстрировать, какие-то успехи, не знаю. И с одной стороны, а с другой стороны, задача российской власти и Путина переубедить Трампа в том, что у них инициатива, потому что европейцы убедили Трампа как бы в обратно. Поэтому июль-август будет понеслась. Мы будем бить по ним, безусловно, а русские будут бить сюда. Мне по барабану, как там вот там. Меня интересует здесь. Я очень хочу окончания войны. Я просто пока не понимаю, как. Для меня есть понимание такое. Окно возможностей короткое. Октябрь. С 20 сентября, с 21 условно, там, на второй день после выборов в Госдуму и до начала ноября. Вот если Трамп как-то решит для себя, если он решит для себя, и призовет еще как бы геополитически помочь Си Цзиньпина, но если Трамп решит для себя, что прекратить войну в Украине, хотя бы время, Трампа не интересует, что будет через 3 года. Он в состоянии Иран, Трамп находится между миром и войной. Была бы его воля, он бы так находился бы еще 2 года. Вот ни мир, ни война с Ираном, переговоры, не стреляют, не убивают для Трампа. У него такая же позиция была бы по Украине. Ему все равно вот этот долгосрочный мир, соглашение там, через Совбез ООН, там, на десятилетия. Да плевать он на это хотел. Ему нужно показать, он пришел и остановил убийство. Слушай, я уже готов его поддержать даже в этом. Так вот, если он для себя решит, что ему это очень надо, электорально, то вот октябрь может договориться. Все со всеми, но это будет не стратегическая договоренность, потому что не решен ни один из стратегических вопросов, первопричин. Да, территории, границы, Украина, НАТО, гарантии безопасности для нас. У России есть там свои требования к их гарантиям. То есть ничего же не решено. Но, может быть, удастся остановить вот эту горячую фазу войны с взаимными уничтожающими обстрелами, ударами и бомбардировками. Был пару дней назад такой назад, скажем так, информация, вброс, не вброс, предложение, идея, что давайте, типа, Украина не будет дронами стрелять на период выборов в России, а сама проведет выборы в Украине. И это, типа, повод для того, чтобы вот организовать такую паузу. Паузу, которая, давайте честно скажем, нужна Украине. России, возможно, тоже, конечно же, нужна, потому что надо поставлять и топливо, и сегодня в Азовском море 2 танкера поразили, которые с бензином шли в Крым, опять НПЗ Омский, это понятно, то есть, да, тут уже видно, что топливный кризис, надо его преодолеть, как раз это хорошее время для того, чтобы обеспечить и перед выборами, но и выборы в Украине, насколько могут быть, на ваш взгляд, поводом для того, чтобы... Отвечу. Поводом может быть, но вот же ключевое слово «повод». Мы же не о поводах, а о причинах. Что бороться с плесенью, если надо бороться с сыростью, да, с первопричиной. Поводом, да, давайте прекратим, проведем выборы. Поводом может быть. Не верю. Не верю, значит, в наши выборы. Какие выборы, сентябрь, октябрь, где их проводить выборы? На бумажке, в кабинете, расчертить крестики-нолики, это же не выборы. Это имитация выборов, я не очень за. Я против имитации выборов. Я последовательный в этом человек. Я просто хочу еще зрителям объяснить, чтобы не думали, что я там власть поддерживаю. Для меня выборы, то есть у людей многие считают выборы, это вот день голосования. Ребята, это вишенка на торте, день голосования. Выборы – это целый алгоритм действий. Это открытие границ,
это открытие информационного пространства, а не телемарафон. Это равный доступ всех политических партий и политиков в СМИ, к информации, конкурентным там, да, это возможность каких-то митингов, каких-то совещаний. То есть это конкуренция политическая, это выборы, это избирательная кампания несколько месяцев. Это помимо, значит, организационных моментов, кто голосует, где голосует, за границей, в Европе, в России, на оккупированных территориях временно, голосуют. Нет, миллион есть вопросов. Списки избирателей, сколько разрушено, сколько уничтожено, сколько внутренних переселенцев. Ненавижу эту фразу внутренние переселенцы. Ну что это? Это граждане Украины. Так вот, если это все не учитывать, вот так просто на коленке провести выборы, конечно, это можно, но это не выборы. А подготовить выборы до сентября, до октября невозможно. Исходя из этого, я делаю вывод, что выборов у нас не будет, не должно. Так вот, Трамп, Зеленский, Трамп, Путин поговорят, Трамп предложит что-то Зеленскому, а давайте, Трамп предложит что-то Путину, а давайте. Но я считаю, что Трамп пока удовлетворен тем, что происходит, его пока все устраивает. Страдает Европа, Америка зарабатывает на этом, на том, что идет война. Позиция Путина ухудшается и становится слабее. Путин это тоже понимает. Послушайте, что говорят его помощники. Несмотря на то, что уже все поняли, что Трамп их кинул в Анкориджи, они все равно продолжают лебезить перед Трампом. Но это же видно явно. Вашингтон, за Москву. Песков говорит, что Вашингтон помогает Киеву, и тут же Песков говорит, не-не-не, вот, конечно, мы вот тут, американцы, у них последовательно. Они все время хотят, ну давай договоримся. Ну давай, Трамп, договоримся. И Трамп этим пользуется, он же опытный, Путин тоже опытный. Но Трамп же очень опытный бизнесовый переговорщик. И в бизнесовой такой диалоге, перепалке очень же важна твоя позиция. Ну, конечно, позиция американцев тут помощнее, чем позиция России. Но все же видят. В Анкоридже в августе у России не было ударов по НПЗ, бензинового кризиса, и поэтому как бы у них была инициатива. И Путин убедил Трампа, что в Украине будет еще хуже, мол, давай закончим это там, уговори их, пусть свалят с Донбасса, и бог с ним, я закончу. А в Украине не стало хуже, Дмитрий? Стало хуже, конечно, и в Украине стало хуже. Конечно. Да, конечно, стало хуже. Внутри в Украине, когда гибнут люди и разрушаются, конечно, стало хуже. Но война пришла в Россию. Мы же сейчас про Трампа и Путина, я же не про Украину. Я про Трампа и Путина. И что ж Трамп это не видит? Видит. А зачем ему сейчас прекращать войну? Ну пусть дальше разрушается нефтегазовая инфраструктура России в глазах Трампа. И американская экономика будет выигрывать. Пусть и дальше Европа закупает оружие, сжиженный газ. Америка вышла номер один уже экспортер. Поэтому не всегда обращайте внимание на слова Трампа. У него все хорошо, пока тут идет война. А вот позиция Путина до сентября, понятно, он ни на что не пойдет, до выборов в Госдуму. А после выборов в Госдуму у него есть два пути, две развилки. Я не знаю, какое решение примут в Кремле, потому что у меня вообще такое ощущение, что, я могу ошибиться, что с некоторых пор не только или не столько Путин там уже принимает решение, как некий такой коллективный, может быть, небольшой круг вокруг него, состоящий из разных представителей разных политических и финансовых элит. И тоже есть партия войны, которая говорит, давай уже жахнем каким-нибудь ядерным оружием, куда-нибудь, может, не только по Украине. Давай, говорит, жахнем где-то по Европе, там же производство дронов. А другие говорят, надо заканчивать, потому что будет хуже, давай заканчивать. Я не знаю, какое он примет решение. Или даст заднюю, во что я не верю, или нажмет кнопку, во что я тоже не верю. И это самое отвратительное. Мне кажется, что он попытается и дальше не принимать никаких решений. Вот, мол, пусть идет, как идет, и он будет пытаться убеждать российский электорат и дальше в том, что все равно время играет, мол, на них, они больше, и что война на истощение рано или поздно к чему-то там придет. Вот это самое отвратительное будет, на мой взгляд. А позиция Трампа, я уже сказал, как он решит, мы не знаем. Позиция Европы будет зависеть от
того, как они энергетически входят в зиму. Если у них чуть изменится в лучшую сторону ситуация с энергетикой, в Европе я имею в виду, то они тоже продолжат эту историю. Если она ухудшится, то может быть. Ну и самое главное, это будет такой показатель, лакмусовая такая бумажка, какую цифру утвердят на саммите НАТО помощи для Украины. 70 или 10-12 или 30. Это первое. И второе, когда, кто и как. Ну, то есть не вообще, а когда, какой алгоритм и так далее. Ну вот, пожалуй, и все. Чем закончится НАТО для Трампа? Думаю, подписанием контракта. Никуда Европа не денется. Какие бы они ни были воинственные, они так пока еще не готовы без США ни к чему. Поэтому он добьет своего, за исключением того, что Европа не сможет, европейские страны НАТО не смогут поднимать там свои расходы на содержание НАТО, которые требует Трамп, просто потому, что у них нет этих денег. В отличие от США, которые на войне в Украине и на войне в Иране, американцы заработали. Все остальные наоборот. Вот вся разница. Поживем, как бы увидим. Как вы думаете, десант в Крым будет или нет? И что это даст? Сегодня в Крыму блокаут. Ну, обещали до конца дня исправить, да, это положение вещей. Ну, опять-таки, что такое блокаут, украинцы знают, да, то есть и в 23-м году, и потом еще, то есть все понимают, света нет, ну, все равно. Еще и в 22-м, и в 23-м, и в 24-м, и в 25-м, мы 4 зимы. В 25-м, 6-м, да, ну, понятно. Да. То есть все прекрасно знают. Но ситуация с какими-то вот такими военными операциями, на что может повлиять, на ваш взгляд? Потому что, ну, картина как-то суховато выглядит, нужны какие-то яркие точки. Что вы думаете насчет Крыма? Первое, блэкаут в Крыму. Значит, крымчане тоже должны, наверное, понять и узнать, что это такое. Не только же нам об этом знать. Это первое. Второе. Крым – это для обеих сторон всегда имеет большой психологический аспект в этой войне. Ну, Крым как таковой, да, с него все началось. С Крыма, собственно, все началось в 2014 году. Поэтому, ну и Крым наиболее уязвим для российской логистики, для защиты Крыма. Поэтому на крымском направлении, я же не знаю, я не нахожусь в числе тех, кто принимает военные решения. Я не военный стратег и не тактик военный, я не в курсе всех событий. Но Крым, конечно, может стать накануне выборов в Госдуму, может стать для украинских спецслужб и для вооруженных сил Украины одним из вот стратегических направлений разных действий. Разных, это я говорю о том, что ты меня спросила. Могут ли там быть десант, не десант? Не знаю, Саш. Какие-то вылазки каких-то спецов, может быть, не знаю. Они же были. ГУР же делал вылазки на эти вышки Бойко. Может ли повториться это? Может. Продолжатся ли удары? Да. Будут ли попытки, я так думаю, будут ли попытки некой блокады Крыма с точки зрения невозможности подвоза туда ничего? Да, наверное. Будут ли там удары целенаправленные по Крымскому конкретному мосту? Это мне сложно сказать. Там целые инженерные разработки должны быть. Как, что не знаю. Но Крым может стать таким попыткой детонатора для изменения общественной ситуации внутри России накануне выборов в Госдуму, которые очень важны для Путина. Поэтому Крым, да, может быть. А вот новость, которую пропустили все, она с Крымом вообще не связана, извини, я так перескочу сейчас на минутку. А у меня эта новость. Значит, Си Цзиньпин чуть ли не побратался с Ким Чен Ыном. Братья наверх. И это очень тоже показательно. То есть Китай впервые, ну, раньше как бы они так с Ким Чен Ыном, Северная Корея, ну, как бы да, но нет. Ну, то есть мы как бы да, но мы как бы нет. А тут абсолютно открыто. Вот он показывает всему миру, что вот они да.
То есть Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина со стартом, с какой-то годовщиной Коммунистической партии Китая, а Си Цзиньпин сказал, что мы вот это вместе и так далее. То есть Китай продолжает создавать вот эту огромную ось, и теперь эта ось антиамериканизма уже не только Пекин, Тегеран, Москва, как ее назвали там в Соединенных Штатах, а уже и Пхеньян. Помимо этого, в июле совместные военно-морские учения Китая-России, и помимо этого, сегодня вокруг Тайваня 110 там кораблей разных типов китайских кораблей вокруг там Тайваня. Ну, тоже какие-то там учения проходят. То есть Трамп это все видит. Американские все видят, ЦРУ все видят. То есть главный враг, оппонент на десятилетия вперед для них это не Россия, это Китай. И мне кажется, что вот этот звонок Трампа Путину, и что, несмотря на то, что в Иране еще не все закончилось, а Трамп уже как бы чуть-чуть возвращается к украинской тематике, мне кажется, это опять ему стало интересно, Трампу я имею в виду, как-то сделать так, чтобы здесь Путин уже как бы все закончил, и чтобы вернуть Путина в свою как бы парадигму, чуть-чуть оторвав ее от этого союза с Китаем, с Пиньяном и так далее, и вообще начинать с русскими зарабатывать бабло. Это единственное, что интересует Трампа. По редкоземам, по нефти, по газу, по Арктике. Кутнер и Уитков – это бизнес-крыло лично семьи Дональда Трампа. Ну так надо Они войну уже там заканчивать, все... подождите. Да, надо заканчивать, я же сказал. Да, я же сказал. Нет, ну подождите. Ты просто пустил. Смотрите, то есть, если он опять как бы на стороне, окажется после саммита НАТО на стороне европейцев, он не может быть на стороне европейцев тогда, и, собственно, он должен прекратить поставки даже за деньги, и тогда зарабатывать с россиянами. Нет, он не прекратит поставки, почитайте Генри Форда там и других. Америка так всегда действовала, слушайте, во время даже Второй мировой войны, да, кто победит, они поставляли туда и сюда, там ленд-лиз шел, а в Германию там вначале шли там и для самолетов, и двигателей. Кто победит? Америка с теми, кто побеждает. Так было в их биографии, в этом их величие, так надо уметь. Где-то там поджечь, потом помогать обеим сторонам, а потом решить, кто, и ты тут главный. Поэтому Трамп как бы не унижал риторически Европу, он ее не может кинуть. Потому что Европу, если он кинет, ее подберут. Он не может себе этого позволить. Поэтому он ничего не прекратит. И в этом же сложность их диалога с русскими. То есть Путин его просит прекратить, а он этого сделать не может, не хочет, оно ему нафиг не надо, Трамп. Зачем оно ему надо прекращать? Чтобы что? Для чего Трампу нужно, чтобы Россия вышла из этой войны, ну, как бы более сильно? Вот для чего оно ему нужно? Наоборот, ему нужно, чтобы она ослаблялась. Россия пришла к нему, теперь к Трампу с предложением. Потому что в Анкоридже было предложение как бы от Трампа. А сегодня Трамп видит, что ситуация поменялась. Все ждет теперь от Путина. То есть, знаешь, как в той игре, Саш, кто первый моргнет. В Кремле тоже не хотят первым моргать, но Трампу оно вообще нахрен не нужно моргать первым. Он подождать может. Вот такая вот ситуация. Ну а роль, значит, и позиция Зеленского вот на этом саммите, да, сложная. Да, он опять будет пытаться через европейских лидеров, членов НАТО повлиять на Трампа, потому что, ну, без американских патриотов, ну, тяжко, тяжко, ну, до хрена баллистики у России. Я уже там как бы пытался, эту как бы новость, что Зеленскому не дадут выступить на саммите НАТО в этом году, чтоб не раздражать Трампа. Это обозреватель The Telegraph, Оуэн Мэтьюс пишет, говорит, еще более проблематично для Зеленского то, что по сообщениям он не будет участвовать в основном саммите на следующий день и, в отличие от предыдущих лет, не произнесет зажигательную речь перед лидерами НАТО. Вместо этого Альянс решил оставить Зеленского и весь украинский вопрос на обочине, опасаясь вызывать раздражение Трампа. Это вот цитата из этого материала, этого Оуэна Мэтьюса. Цитата, между прочим, и я могу ее прокомментировать. С одной стороны, эта цитата
и это издание, которое имеет, наверное, какую-то информацию инсайдерскую, с одной стороны, они подтверждают все мои выводы, что Европа все равно побаивается Трампа, и они вот все хотят, чтобы в хате было тихо. Зная его вспыльчивый характер, и хрен его знает, что он учудит. Да, сядет на самолет и улетит, и все, и пропал сам. И пропал дом, называется. Поэтому, да, они будут пытаться его не раздражать. Поэтому тема возможного участия Владимира Зеленского в основном, его выступление или не выступление, конечно, они обговорят с командой Трампа. И если тот даст отмашку, чтобы выступал, значит, будет выступать. Если Трамп скажет «нет, этого не нужно», а поговорим об Украине отдельно, значит, этого не будет. Никто там не пойдет против позиции Трампа, поэтому да, я как бы об этом тебе и сказал. Ну и очень важно, что Трамп Эрдоган. Вот там очень важно. Трампу же еще есть вторая задача, немножко смягчить товарища Эрдогана по поводу Израиля. Вот еще есть задача. Ну и, конечно, интересно, как на полях будет встреча Трампа и Зеленского, как она будет проходить. Вот сам формат мне интересен, потому Ну, чтобы там не на, уже не на пятая, стульчиках, как на саммите Г7. не важно, смотри, не важно, интересно, сколько она пройдет, эта встреча. Интересно, как по итогам этой встречи выступят, не выступят. Мне все это интересно, это очень важно. Будет ли пресс-релиз Белого дома по итогам этой встречи? А потом же звонок Трампа к Путину. То есть что-то же обсуждается. Я резюмирую для зрителей. Уважаемые друзья, я уверяю вас, 24/7, даже сейчас, происходят закулисные переговорные процессы. Мы о них не знаем. И у меня есть какое-то ощущение внутреннее, я не могу этого доказать, что вот там вот к чему-то могут прийти все. Вот могут, несмотря на эскалацию, несмотря вот на эти ночные ужасы, а вот закулисно вот что-то происходит. Посмотрим, не знаю. Нет, мы не владеем этим. Вы несколько раз сегодня упоминали выборы в Российскую Госдуму. Я тоже, нет, понятно, что это процесс, понятно, что это политический процесс, понятно, что это переплетено все однозначно будет и с войной для них СВО, и СВОшники, которые там забьют все списки, это видно. Но кроме СВОшников, которые забьют все списки, я хотел бы, чтобы вы прокомментировали очень интересную новость, да, о том, что «Справедливая Россия» объявила, что от нее в Госдуму идет бывший вице-премьер времен Януковича Сергей Арбузов. Значит, прям очень интересно. Янукович, да, вот этот клан. Причем интересно, что там же «Справедливая Россия» — это же Миронов такой, одиозный депутат с заявлениями такими, все. И вроде как понятно, что Арбузов, он не бедный человек, давайте так скажем. То есть ясно, да, то есть это, причем от Крыма еще. В общем, ситуация такая, из ряда вон. Но все как-то так вот немножко удивились, помните, в Совет Федерации, когда Деркач попал, героя там получил и так далее. А тут мы видим вот поход на электоральную, да, вот эту историю, там, должность, Госдума, Арбузов. Хотя все так подзабыли о нем. Ничем не отличается от Деркача. То же самое. Деркач, экс-депутат Верховной Рады, Арбузов, член правительства, сейчас идут в Госдуму России. Я бы на месте там других партий российских взял бы себе список там Азарова, Мураева, всех, кто находится сейчас в России, они же никак за 4 года не могут назвать Путина агрессором. Все, кого я сейчас сказал. Они говорят о чем угодно, кроме о том, что Россия напала на Украину. Поэтому те люди давно превратились уже, на мой взгляд, да, в российских политиков. А у них своя точка зрения, поэтому я бы задумался и вместе с Арбузовым пошел бы там, да, на их месте. Поэтому как мне это комментировать? Никак. Арбузов вывез отсюда огромное бабло. Кто постарше помнит роль Арбузова в правительстве, там, как они с младшим Януковичем грабили страну. Да. Все вывезли, все у них хорошо. Вместо украинской тюрьмы человек будет в Госдуме заседать. Все понятно, что он, что Деркач, что остальные. Поэтому давай не тратить время. Для Украины, для меня, для нашей страны эта новость никак не интересна. Люди на улице даже не знают, кто такой Арбузов.
Я кто как бы, да, ну я понимаю, о чем я говорю, какова его была роль, кто его поставил, Саша стоматолог, что они делали, я все это знаю. А для людей, кто такой Арбуз? А хрен его, никто не знает. Живет себе там и живет. Много же уехало. Ну, много же людей с команды Януковича живут в России. Ну, вот, собственно, да, и идут себе, обеспечили себе российские на паспорта. Бабла немерено. Номер в списке партийном могут купить. Ничего человеческое там тоже никому не чуждо. Поэтому идут в политику. Все понятно. Все понятно. Ну, все равно интересный момент, интересный эпизод, потому что... Да ты больше о нем не вспомнишь, Саш. После этих... То есть словосочетание там, или фамилия Арбузов мы не вспоминали предыдущих 10 лет. И сейчас немножко поговорят, наверное, 2-3 раза. Ну, потому что выборы, да, интересная такая новость, неожиданная. Но после 20 сентября еще 10 лет ты не услышишь фамилию Арбузов. Он себе будет там серым депутатом Госдумы там что-то решать, что-то там, какие-то схемы. Ну, как и здесь было. Он же не публичный политик, да, он решал его. Ну, что тут решал, что там решает. Ну и все. Да, Какая нам друзья, хрен разница? подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Что важнее будет для Трампа и НАТО перед саммитом в Анкаре? 6% блэкаут в Крыму, кризис в России топливный, ну, в общем, проблемы в России, которые там Украина наносит, 6%, 7% ситуация вокруг Константиновки, имеется в виду фронт, конкретно фронт, состояние фронта. 9% это удары по Киеву, ущерб, который наносится Украине и, конечно, дефицит ПВО. Ну и 78%, подавляющее большинство, что никакие события, план Запада, ну то есть саммит этот будет проходным. И, в общем-то, ничего там экстраординарного не изменит. Скептики нас смотрят, Дмитрий. Нет, по прагматике, почему скептики? Как раз тут нет скептицизма. Ну, я понимаю твою иронию. Нет, по прагматике. То, что мы вот сейчас проанализировали в течение всей программы, вот зрители и отреагировали. Да. Трамп не знает, где Константиновка находится, первое. Трампу по барабану, что там с бензином в Крыму. И, ну, короче, я не хочу повторяться и тратить свое время. Весь анализ, который мы сегодня сделали с тобой, собственно, подтверждается голосованием зрителей. Ну, все, точка. Что там дальше размышлять? Посмотрим. Так, значит, друзья, давайте перейдем к вашим вопросам. Всем большое спасибо, что их оставляете. Начнем с клуба зрителей, потом сообщество YouTube, потом те, которые в чате вы напишите. Поэтому благодарю. Да, вот сообщают, что повторный удар по территории Украины может Россия донести до конца недели. Это мониторинговые паблики. Ну, вот 4 дня. Ну, там 3-4 дня. То есть мы понимаем, что вполне себе. Это из того, что сообщают сейчас. Поехали. Клуб зрителей. Задает Алекс вам вопрос. Сегодня Руслан Бортник в интервью высказал предположение, что война в Украине может закончиться до конца месяца. На чем, по мнению Дмитрия, могут быть основаны такие предположения? Согласен он с ним или нет? Что думает по этому поводу? 5 минут тому назад, вот вы же зритель, наверное, смотрите нашу программу, ровно 5 минут назад я сказал, что по моим ощущениям что-то вокруг нас происходит. И самая темная ночь перед рассветом. И вот эта эскалация, вот это что-то происходит закулисно между переговорщиками, между посредниками. И если вот что-то все это свяжется, то может быть так. Если нет, то октябрь – новое окно возможностей. Ну, собственно, вот я сказал примерно то же самое. Вы спрашиваете, на чем это основано? На ощущениях. Это не основано на знании, на «мне сказали». Это чушь. У нас есть в Украине пару людей, кто им по утрам обычно ЦРУ пишет докладные записки. Мне не пишет. На ощущениях. Угу. Вот есть такое вот что-то, что вот может быть, но может и нет. Потому что... Почему? Потому что очень сложно найти посредникам точки соприкосновения между диаметрально противоположными пока позициями, да, Киева и Москвы. Вот как это все связать и найти? Очень тяжело. Но поживем увидим. Угу.
Так, сообщество YouTube зрители пишут. Давайте пройдемся по этим вопросам тоже. Дмитрий, Валентина к вам обращается. Надеюсь, вы не будете спорить, что народ Украины стал жертвой обмана как Запада, так и собственной власти. Ни НАТО, ни ЕС, ни мира в Украине ничего не светит. Вопрос. Почему лично вы, как человек справедливый, не можете назвать лжецами и врагами западных партнеров Украины на содержании Запада? Ведь за какие заслуги? Вот такой жесткий вопрос. Прагматами, циниками, лжецами и аморальной политикой Запада я говорю каждую программу. Сегодня я повторил это раза 4 на примере Трампа, поляков и Макрона. Вы меня или невнимательно слушаете, или вам не интересно, что я говорю, вам главное написать самому. О циничной политике Запада, о том, что нам не светит НАТО, о том, почему нас не берут в ЕС. Я говорю каждую программу много-много лет. Дело даже не в 26 году. И в 18-м, и в 19-м, и в 20-м, и так далее. Поэтому вы ошиблись номером. Я как раз это все говорю. Ну, все очень просто. Каждый за себя. Запад за себя, Восток за себя. Реалполитик. Так было, есть и будет. Если где-то есть военный конфликт, каждый выясняет свои геополитические интересы в свою сторону, пытаясь использовать других, кого им удается использовать. Ну, все это надо понимать. Если ты это понимаешь и осознаешь, ты начинаешь также выстраивать, пытаешься выстраивать свою позицию. Но разве это не мои слова? Разве это не мой взгляд на вещи, с которым я иду уже много-много лет? Так что звоняйте. Здравствуйте, Александр, Дмитрий. Россия хоть и медленно, но продвигается, идут взаимные удары. Вроде конца этому не видно. Но для Украины сейчас лучшее время для заключения мира. И почему бы ей не сделать какое-то реальное предложение, не открытое письмо в хамской манере Зеленского, например, Донбасс в обмен на замороженные деньги России, которые можно использовать для восстановления страны. А так можно ведь и Донбасс потерять, и без денег остаться. Вот такой вопрос. Можно. Кто вам сказал, что не идут закулисно какие-то переговоры? Мы же о них не знаем и не узнаем. Может быть, и об этом идет речь. Может быть. Трудно сказать, какое время лучшее. Лучшее, наверное, было, чтобы войны не было. Лучшее, наверное, было, если она уже началась в апреле 22 года, все закончить, да. А вот как-то пытаться договорить лучшее. Мало ли что лучшее. Я, например, считаю, что для России сейчас лучшее время будет хуже. Я, например, считаю, что Путин, вот если был бы прагматиком, закончил бы войну в 25-м, когда у него была инициатива. Очень трудно сейчас, и это субъективное мнение, когда, в какое время и у кого лучшая позиция, и у кого может быть хуже. Что такое хуже? Поэтому, может быть, и есть предложение от Украины подобного рода, а может быть и нет. Я не знаю. Да, есть такой вопрос. А если рано или поздно, полгода, год и так далее, Украина все-таки потеряет Краматорск, что и как? И так может быть, а может быть и нет. Смотрите, вот я одну фразу хочу сейчас сказать. Вот мы с вами, вот как бы это правильно сказать, мы с вами сидим в студиях и общаемся. И об окончании войны любой можно общаться и вести диалог в двух ипостасях. Как обычный человек, вот как мы с вами, обычные люди. Мы очень хотим, чтобы все закончилось. Потому что это ужас, да, вот что по ночам. Люди просто гибнут ни за что, мирные люди, непонятно за что. А есть позиция государственных интересов. И вот поставь вас, любого из вас, во главе государства, я вам даю 100 из 100. Вы будете принимать решения, исходя из других аспектов, а не из аспектов одной взятой человеческой жизни. Вот так устроена государственная деятельность, так устроена политика. И с этим ничего не сделаешь. Народ, вот мы с вами не можем не начать войну, не ее закончить. Начинают и заканчивают войны политики, политические режимы. Вот так всегда было. А мы можем только как люди, как общественное мнение, пытаться подталкивать представителей своего государства к принятию тех или иных решений. А сегодня в украинском обществе есть две разных точки зрения, которым подталкивают. Смотрите, Поэтому так тяжело принимать.
я вот тоже выбираю вопросы, и тут на украинском вам пишет зрительница, говорит, что Давайте, Дмитро... задоволенням. Нет, я имею в виду по той же теме, что вот Дмитрий всегда вот в наших эфирах и в своих эфирах на его канале, он говорит против, там, что значит отдать Донбасс, там, туда-сюда. Но сейчас как бы ситуация, которая... Это же опять-таки, понятно, что это информационное противостояние в том числе. И выходит Минобороны на выходных и говорит, что Россия предложила не стрелять и забрать тела ВСУ из Константиновки, которую, как она утверждает, она контролирует. А вместо этого, ну, то есть отказ и вот это вот флешмоб на флешмоб и так далее. Ну вот смотрите, Константиновка, пойдут дальше. И ось там запитує вона, еще человек запитує. Ну, есть же, вот мы наконец-то можем... Я ніколи не говорив такі речі, які вони зараз приписують. Я завжди говорив інше. Нет, вы говорите, І что сьогодні значит... не так. Нет, вы говорили, что значит отдать Да, Донбасс. зараз скажу, зараз. Да. Так, я говорю завжди наступне. Що Росія не має права сьогодні виставляти ультиматум Україні, тому що Росія не є переможцем цієї війни. Тому не може бути речі про те, що ви повинні вийти з Донбасу, тоді ми з вами будемо говорити. Чому? Завжди запитував я, ми повинні вийти з Донбасу, тому що ви 12 років не можете його взяти? Чи як? І чому ви взагалі вирішили, що Росія зараз перед перемовинами може ставити ультиматум? Ось моя позиція. Вона така державницька позиція. Але в інший час я говорю, що так, дійсно, може склатися ситуація, що через 5 місяців, через півроку, через рік, мабуть, ми можемо і втратити ці 2 міста. Так може бути. Нічого тут не зробиш. Але ціна, тобто заради чого Росія хоче положити ще декілька сотень тисяч людей? Заради Краматорська? Тобто бракує їм території чи як? Чи маленька територія Росії, потрібен Краматорськ? Це все є ціною війни? Краматорськ? Ну тоді я перепрошую. Тому я дуже благаю вас, давайте якось більш точно мою позицію, мої слова, і тому тоді буде це правильно. Здравствуйте. Если Запад не может обеспечивать достаточно... Да, если Запад не может обеспечивать достаточную поддержку, может, не стоило вообще и лезть на конфликт с Россией? А когда закончится, что будет? Коалиция жаждущих добродетелей будет восстанавливать Украину или потрошить украинские ресурсы? Запад выиграл конфликт у России. Люди добрые. Ну, Запад, в смысле, Соединенные Штаты Америки. Ну, я во многих же программах говорю, ну, возьмите белый лист бумаги, ну, разделите его на 2 части. В левой напишите, что добилась Россия за эти 4,5 года. В правой напишите, что она потеряла за эти 4,5 года. И вам будет очень легко ответить на вопрос, кто в этой геополитическом сражении кого выиграл. Вот и все. Запад, как вы говорите, втянул, Запад победил. Или нет? Или я в что-то ошибся? Или Венесуэла, Сирия, Иран, Казахстан, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Северный поток-2, вытеснение России с рынка вооружений. Ну, вообще, ну, вот посмотрите на карту мира, кто что втратил, кто что приобрел. Вот вы посмотрите, кто у кого, с чем и как. Очень же легко это оценим. Петр, Конституцию можно описать как алгоритм, заложенный в микросхему государства. Если алгоритм поставить на паузу, то микросхема не может функционировать. За одним исключением, когда паузой выступает вирус, меняющий алгоритм. Мы это имеем сегодня? Какой хороший вопрос. Классный вопрос. Я даже хотел так сейчас съерничать, типа, ни хрена не понял, но поддерживаю предыдущего оратора. Значит, ну мы на паузе, Конституция на паузе. К сожалению для меня, я против не военное положение, не военное положение. Я против, чтобы основной закон государства был на паузе. Особенно, что касается основных прав и свобод человека. Вот, то, что происходит у нас там с бусификацией, с ТЦК, ну не хочу, раз сегодня нет этой темы, то и я не буду. Поэтому я не знаю, что там с чипами, не с чипами, пауза, не пауза, но и государство, в которой Конституция и конституционные параметры, фундаментальные вещи стоят на паузе, если это происходит очень долго, государство скатывается в пропасть диаметрально противоположную от Евросоюза, там, от демократических стран и так далее. Вот и все. Главное, чтобы эта пауза не затянулась. Ну, такой вот мой ответ.
Да, ну тут, конечно, в чате смеются люди, что Иран на пользу США, это, конечно, ну это надо расшифровывать, чтобы понятно было Сейчас расшифрую. ваше Ну, сейчас место. расшифрую. Да, пожалуйста, 2 минутки додаю и все. Люди ж, вы ж... Смотрите, политически войну, которую затеял Трамп, он проиграл Иран. И он сейчас пытается с нее выйти. Это одна часть медали, я про нее всегда говорю. А экономически это на пользу США. Потому что США стала сильнее экономически, потому что США завладела рынком как главный экспортер нефти и нефтепродуктов, и потому что Европа стала намного слабее, а Европа слабая для Америки очень нужна и важна. Надо же какими-то категориями люди мыслить, а не морской бой. Трамп напал, не получилось, Трамп проиграл, хихи, Иран выиграл. Ну, если так, если для вас такая аналитика является аналитикой, пожалуйста. Более того, я всегда говорил, что Иран здесь тоже в выигрыше. Так тоже бывает, когда две стороны в выигрыше. Иран политически выиграл, Иран стал субъектом, Иран стал сильнее. Иран продемонстрировал, что Ормузский пролив – это не менее мощная история, чем атомная бомба. Иран стал игроком. Это с одной стороны. А экономически многие выгоды и профиты получила Соединенные Штаты, получил Трамп, его компании, транснациональные компании, нефтяные компании. Это же все надо учитывать. Это же баланс сил. И Иран, и Китай тоже стал мощнее, а Соединенные Штаты Америки где-то ослабили свою позицию в Персидском заливе и на Ближнем Востоке. Политика многоуровневая, многогранная. Политика не может быть лозунговая, черно-белая. Она сложнее, чем некоторым из вас кажется. Не обижайтесь. Так, чат трансляции. Я Дмитрий Георгиевич, киевлянин, пишет человек. Краматорск России нужен из-за предприятий. Славянск – это безопасность водоснабжения. Надеюсь, уважаемый Александр Шелест, вы зачитаете это как ответ Спиваку. Ну, зачитал. Чего? Мне вам нечего ответить. Я все уже сказал. То есть, если Путин положил 1 000 000 жизней ради того, что вы сейчас написали, то как я могу с вами дискутировать? Ну, то есть, если это вот та стратегическая цель СВО, то так надо было и говорить в начале. Угу. Вопрос. Вопрос. Все, дискуссия у нас с вами. То есть, вы взяли Краматорск и Славянск, посмотрели, что там есть, и говорите, нет, так оно же нужно. Конечно, нужно. И Черное море нужно, и другое море нужно, и Северный поток нужен, и Днепр им нужен, и Харьков им нужен, и Николаев им нужен. Мы с вами о чем? В какой плоскости мы с вами ведем дискуссию? Вопрос. Зеленский в курсе, что принуждение гражданских к участию в военных действиях является грубым нарушением международного гуманитарного права и будет классифицировано как военное преступление? Но это тоже такой вопрос. Это тоже такой вопрос. На послезавтра. На послезавтра, мне кажется. Не будет. Никак не будет классифицирован. Никакого нарушения нет. Нарушение, все, что творят ТЦК, это беспредел, а не нарушение. Понятно. Но что значит нельзя привлекать гражданских? Как это? Объявлена мобилизация. Ну, такое принято решение государством. Мобилизация, она может быть как бы цивилизованным образом, а может быть нет. Но то, что у нас, это беспредел, уличное насилие просто над людьми, это отдельная тема. Но гражданские служат везде, их призывают, они сами призываются, и добровольцы, и недобровольцы. Поэтому тут как бы вы что-то немножко не доработали в ваших знаниях юриспруденции во время военного положения. Да, друзья, я могу ошибиться. Смотрите, тут как бы... Дело такое. Вот я просто... Это очень важный вопрос человек поднял по поводу там принуждения, по поводу военных преступлений и так далее. Тут же как? А кто-то вообще думал, а вот если бы нацисты выиграли? Ну вот, предположим. Что бы? Конечно бы всех там красноармейских, их бы не только там, понятно, газовые камеры, это все ужас, понятно, но их бы точно так же судили на Нюрнберге наоборот. Я не знаю, это был твой вопрос или не вопрос, я не знаю, что на это ответить. История не знает сослагательного наклонения, но, наверное, да, наверное. Если так предположить гипотетически, что во Второй мировой победила не коалиция, а нацисты, то, наверное, они тоже устроили бы судилище над их врагами, так сказать, поверженными. Обычно победители же не судят
Обычно по результатам той войны, где есть триумфатор и капитулянт, а здесь этого не будет, а там это было, да, то вот те, кто триумфаторы, они как бы судили тех, кого они повергли. Ну, так всегда было на протяжении всей мировой истории. Дмитрий Спивак был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо. Друзья, берегите себя. Всем добра и света.